Здорово, друзья! Сейчас еду снимать дом в селе Гаргадзеби. Находится в 3-4 километрах от центра Чакви. На горе. Подъезд, асфальтная дорога. Находится в 50 метрах от центральной дороги, от автобусной остановки. Дом двухэтажный, но первый этаж это подвал и второй этаж жилой. Дом приметен тем, что принадлежит местному хорошему строителю, который делает ремонты, делает дома, гостиницы здесь. То есть имеет прекрасный ремонт внутри. Ну, в любом случае придется окошки поставить, что-то подкрасить, подмазать. То есть что-то все равно придется доделать. Также дом имеет прекрасный сад, прекрасный вид. Также курятники, всякие веранды. То есть чувствуется мужская рука в этом доме. То есть дом подходит тем, кто хочет купить уже что-то готовое, да, и уже не заморачиваться ремонтами. В это время в России нам показывают новую цеховую постановку с участием нашего любимого актера Владимира Вольфовича Жириновского. Нам рассказывают, что Владимир Вольфович глубоко болен. Ну, я как человек, который разбираюсь в теме постановочных терактов, падений самолета, в общем, в теме постановок, могу с уверенностью сказать, что это обман. Ничем он не болен. И эта постановка, она задумалась уже очень давно. И давным-давно она раскручивалась. То есть Жириновский нам всем рассказывал, что он привился уже 8 раз. И что он является ярым борцуном с антиваксерами. То есть на каждом углу это говорилось и распиаривалось. И вот теперь якобы он, да, человек привившийся, сам заболел. И этот факт он не скрывается, что было бы сделать очень просто. То есть просто не показывав его, да, если бы он заболел. Но тем не менее из каждого утюга нам это рассказывают. То есть что является само по себе антирекламой процедуры, да, то есть той процедуры, в раскручивание которой, да, и чтобы заставить население на нее пойти, вкладывались сотни миллионов долларов, да, в эту рекламу, в эту пропаганду. А сейчас нам очень яро показывают, что человек, который привился 8 раз, там непонятно, что это за 8 раз, но тем не менее он прививался, он заболел. И тем не менее, и заболел не просто так, а очень в сложной форме. То есть, что само по себе опять нам показывает, что та легенда, что даже если ваксер заболеет, то он перенесет болезнь очень легко. То есть она отрицается. То есть нам это тоже показывают, что это тоже неправда. То есть для чего это все делается? Вся эта новость, она рассчитана на образ мышления обычной биомассы. То есть как биомасса себе представляет заболевание, да, и госпитализацию. То есть это человек, который борется с болезнью, там пьет какие-то таблетки, пытается из последних сил выскочить, да, то есть не попасть в больницу и выскочить. Но в определенный момент он сдается и говорит: все, больше не могу, там, или теряет сознание, вызывают скорую. То есть вот таким образом основная масса, да, 99%, представляют госпитализацию от ковида. Но дело в том, что это касается обычных работяг, обычного населения. То есть у людей, которые являются владельцами заводов, кораблей, пароходов, все это протекает совершенно по-другому. То есть за ним стоит постоянно, там, ну, грубо говоря, 10 врачей, да, которые следят за его здоровьем, которые после каждого его чиха к нему подбегают, берут с него анализы, дают ему какие-то таблетки, иммуностимуляторы, и которые никогда не допустят, чтобы такая персона заболела чем-либо. И не просто заболела, а заболела в такой тяжелой форме.
есть нам же говорят, что это 75% поражения легких. Это невозможно допустить. Это 75% можно запустить, это если вообще к врачам, то есть не обращаться, то есть там уже болеть, упасть там, тогда у тебя будет 75. Да? То есть это все рассчитано на образ мышления обычного человека. Весь этот обман на это рассчитан. Ни один так называемый элитный врач после такого не найдет себе больше работы. Это то же самое, как телохранитель, который не смог уберечь своего заказчика. Цель этой постановки пока я сказать не могу. То есть у меня есть несколько версий, и правильный вариант мы узнаем только наблюдая за этой постановкой. Зачем же нужны вообще эти постановки? Зачем их в принципе делают? Ну, самые простые постановки, они нужны просто для создания информационного шума, дабы отвлечь людей от принятия каких-то антинародных законов, либо подготовить людей к принятию таких антинародных законов. То есть, например, устроить теракт для принятия какого-то антитеррористического закона, который будет ограничивать права и свободы населения, до более сложных терактов с похищением людей. То есть это теракты падения самолетов, когда на место якобы падения этого самолета, на место крушения привозятся просто обломки от других самолетов и там разбрасываются. И вызывается съемочная группа, по съемкой которой мы видим под этими обломками какие-то следы от грузовиков. Мы видим, что нету воронки на месте падения самолетов. И люди при разборе этих съемок и фотографий этой постановки видят, что обломки от разных самолетов, либо от самолета совсем другого, то есть не тот, который упал, который якобы упал. То есть вот такие вот ляпы они совершают, то есть это цеховая группа. Ну, в любом случае нам этой постановкой хотят показать, что процедура не спасает от заболевания и даже не облегчает ее течение. То есть в любом случае я уверен, что Жириновский никаких вакцин себе не ставил, потому что он человек далеко не глупый. И еще сюда добавили Зюганова, что якобы он тоже заболел, чтобы уже еще больше привлечь внимание к этой новости, чтобы еще больше людей эту тему перемусолили и были в курсе ее. Сейчас мы посмотрим дом в Чакви, в селе Гаргадзеби, то есть это примерно 3 километра от Чакви, на горе. Подъем сюда очень умеренный, очень плавненький, такой довольно-таки неплохой подъем, правда, долговат немного. Дом, значит, 13 на 16, но фишка этого дома, как мне сказали, в том, что хозяева занимаются ремонтами, и дом, в общем, как бы весь отремончен, так сказать. Муха не сидела на ремонте. Ну и, конечно же, прекрасный вид на гору, но это дальше мы покажем. Площадь участка 3200 квадратных метров, стоимость дома $110 тысяч. Ну, все, думаю, можно идти посмотреть. Угу. Ну, заходим. Вот такая вот красота. Ремонт свежий, да, у вас? Да, ну, в этом комнате, например, в прошлом году я сделал. Угу. Здесь уже кухня. Здесь кухня. Угу. А мебель остается или мебель забираете? Ну, уже посмотрим, да, как получится. Как договоримся, да? Договоримся, да, вот это самое главное. Ага. Здесь рядом сразу кладовка тоже. Для кухни не надо. Полки, молки, банки. Соление, варенье?
Да. Надо зимой, все надо. Да. Кушать ходцы зимой. Ага, ну, дальше. Здесь вообще проход с тобой. Можно все включить. Здесь можно при желании, когда крышу надо будет уже менять, большую лестницу и мансарду хорошую, Потому что крыша залита. бильярдную сделать или что-то большое. 3,55 высота. Мгм. Потом. Здесь баня у нас. То есть можно будет еще один этаж делать, да? Да, Ну, если свободно. кто когда. Мансарду Крыша можно залита, свободно. да. Мгм. Да. Так крыша не бежит, да? Все, ну, Да. все хорошо? Нигде ничего не протекает. Такие потолки. Потолок очень Как? высокий. 3,55 это слишком, я даже думаю. Как в органном зале. Да. Бывало такое. Бывало. Так. 4 спальни, вот первая спальня. Ну, так. Большая спальня. При желании даже дверь можно сделать. Ну, перегородку тут здесь сделать, если что. Но 4 спальни, и так нам хватает, да. В футбол можно играть в спальне, да? Но зато летом хорошо, она прохладная. Два окна. Вторая Очень спальня. Ага. Спальни все на солнечной стороне. Третья спальня здесь. Там, наверное, вид из окна хороший. Вот тут. Да, тут, Можно окно открытым. тут при желании можно сделать панорамное окно, А, и будет тоже вообще можно, да. будет шикарный пейзаж. Там еще одна, там еще. Одна спальня. Сейчас открою. А с дома не видно, закрыли. Четвертая спальня. Четвертую спальню можно сдавать туристам. Сейчас спустимся в огород. Снимем. А здесь это самый виноград проходит, и летом все зеленое, вот так прям завеса прям такая зеленая вся. И виноград висит, да? Виноград висит, да. Даже где-то на фотографиях есть так красиво. Черный. Сейчас посмотрим подвал еще, под домом. Тоже 13 на 15 подвал. Вообще влезло вот это. Хороший подвал, все есть. Вот здесь бетонная стена и вот на длину тоже так подвал. Ну, всякий харахура у меня здесь, да. Это залито. В общем, все, что нужно для жизни, все есть. Да. Для хорошей жизни. Вот сад, который 3200 квадратов. То есть также все есть, все растет. Ну, вот такая вот красота, вот такой пейзаж. Ну, в общем, если подытожить, то дом заезжай и живи. Ремонт весь есть. Кое-где нужно будет подбелить потолок, там в пара комнат. Ну и вот отсюда я вижу, что нужно поменять окна. То есть пластиковые окна есть, но они не везде.
Вот так вот он выглядит. То есть крыша хорошая. По цене хозяева не готовы уступать. То есть 110 тысяч окончательная цена. То есть они просили 120. 10 тысяч удалось сбить. В общем, 110 тысяч.